Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы покажем топ отжиманий для боксеров. Сразу сделаю поправочку. Есть классические отжимания для боксеров, есть отжимания по специальным программам и методикам, которые расписывает уже тренер, потому что есть очень большая вероятность повреждения вот как раз-таки локтевых суставов. Поэтому некоторые упражнения, которые входят в топ чемпионских программ для развития боксера, они делаются, как говорится, на опыте и очень осторожно, потому что под каждого боксера специально подбирается программа, в том числе и отжиманий, и подтягиваний, и гантелей, и всего остального. Поэтому смотрите внимательно. Мы покажем от классических до сложных отжиманий. Что нужно знать об отжиманиях? Отжимания, безусловно, они увеличивают боксеру вот этот потенциал удара. То есть очень хорошо развивает он руки, очень хорошо плечи, грудные мышцы, там очень много мышц задействовано. И они также делятся, потому что есть специальные отжимания, которые сопряжены с определенной статикой, с терпением. То есть они делаются по таймингу. То есть это тоже выводится тренером. То есть какой правильно нужно выбрать тайминг. И чисто механическая работа, потому что отжимание – это, наверное, самое приближенное упражнение к развитию ударной техники. Поэтому очень много видов всевозможных. Начнем с классических. Первый классический вид – отжимание на ладонях. То есть чуть-чуть больше среднего. Здесь обычное отжимание. Здесь нет ничего сложного. На какие вещи надо обратить внимание? Первое. Сильно низко до пола отжиматься не нужно. Потому что, рабочая динамика отжимания, она идет где-то примерно до середины. Чуть-чуть ниже середины. Вот ниже этого уже смысла нет. То есть ниже этого идет уже немножко другая работа. Второй вид отжиманий, так называемый кузнечик, делается уже вот так. Вот такая вот манера у него идет. По количеству раз можно забиться. Если, например, кузнечиком отжиматься, то это где-то до 100 раз. То есть до 100 раз боксер даже не устает. У нас мальчишки отжимались до 200 раз кузнечиком. Считается такое щадящее отжимание, но все равно нагрузка на локоть просто колоссальная. Поэтому до одури сразу хвататься и отжиматься, нельзя. То есть не более 3 раз в неделю это делается. То есть те мальчишки, которые отжимаются каждый день, во-первых, это молодые парни. Я и сам отжимался каждый день. Во-вторых, тут есть один нюанс. Очень быстро мышцы привыкают к отжиманиям. Очень быстро. Поэтому каждый раз, если вы отжимаетесь каждый день, то комплекс меняется. Меняется, как говорят, градус, меняется положение, разница положения локтей и так далее, и так далее. Третий вид – это когда руки уже близко, так называемые ладони ставятся под вид треугольника. И здесь тоже таким же образом, не касаясь пола. Локти опускаются, не касаясь пола. Вот такая манера. Есть еще один забавный вид с касанием уже локтей пола. То есть выглядит вот так. Руки ставятся под себя. И с этого положения подъем. Следующий вид – все то, что сопряжено с прыжком. Просто на ладонях мягко попрыгай. Теперь попрыгай так, чтобы у тебя и ноги, и руки отрывались. Ноги чуть-чуть расставь. Теперь, прыгая, сводишь руки и разводишь руки.
Очень хорошее тоже отжимание. Теперь старайся руки разводить вот так. Все так же в прыжковой, да. И у тебя и ноги, и руки прыгают. Во. Сильно далеко не уводи их, смысла нет. Здесь вот это вот, ну, напряжение многих мышц делается. Следующий вид тоже делается как бы, ну, на таком опыте все делается нежно. От одной стороны до другой стороны. Тоже очень интересный такой вид. Вот здесь надо уже как бы точно уметь делать. О, и вот голова в треугольник идет. Очень распространенный и популярный вид – это вот такое быстрое отжимание с хлопком. Вот, ты подпрыгиваешь, быстро хлопаешь и опускаешь. Хорош, хорош. Теперь 2 раза. Еще разок. Во, еще разок. О, хорош. Парни, если вы будете хлопать 3 раза, это уже хорошо. Но если вы будете хлопать 5 раз, это уже рекорд. Сильно расставь ноги. Сильно ноги расставь. Во, и как можно уже руки. Как можно уже. Во, можешь прямо вот так, рука на руку. Теперь смотри, чуть-чуть прогни спину. Во. И старайся, не касаясь пола, раздвинуть руки. Чуть-чуть поднимай. Вот здесь. Во, пошел. Достаточно. Во. И постарайся побыстрее это делать. Здесь очень хорошо копится нагрузка. Работают все антагонисты, то есть вся вот эта вот ударная часть очень хорошо прокачивается. Достаточно. Вот. Мы просто показываем упражнения, у нас сейчас нету, ну, как бы такой задачи прокачаться. Вот. Но вообще как бы эти упражнения, ну, они очень серьезные по своему построению. Поэтому если, например, ты выбираешь прокачку вот через отжимания, другие упражнения тебе просто делать не нужно. То есть нету смысла в этом. Чрезмерное утомление приведет, скорее всего, к воспалениям, к воспалительным процессам. Поэтому здесь очень здраво надо делать. Следующее отжимание. Следующее отжимание тоже такое оно, как бы простое, да непростое. То есть руки выворачиваются примерно вот по таким градусам. Отжимание тоже здесь ширина ног. Ну, ноги расширяют только для того, чтобы, ну, более-менее компенсировать вот эту вот, ну, устойчивость, ну, и положение тела, чтобы нигде ничего не колебалось. Руки отходят назад. Вот точно так же можно и выворачивать руки вот так. То есть эти упражнения, ну, они как бы чем хороши? Тем, то, что ну, привыкаешь к классическим отжиманиям, и как бы мышца останавливается в развитии. Стоит вот так вот чуть-чуть изменить, сразу все опять оживает. Вся динамика, все опять идет к росту, к развитию. Отжимания, которые, наверное, самые популярные, но которые спорные. Потому что с точки зрения медицины, ну, как бы травматизм очень высокий таких отжиманий. Но в боксе они нужны. Делаются они постепенно, сразу они не делаются. Потому что, еще раз говорю, то есть это постепенное привыкание. В нашем случае сейчас мы просто пробуем, чтобы как бы показать всю вот эту вот, ну, все разнообразие. Первый момент. То, что касается уже кулака. Упражнения, еще раз говорю, делаются на опыте. И для начала, для новичков, это делается вообще на коврике. Чтобы как бы, ну, все вот эти болевые ощущения были постепенные. И раскачивается.
Причем как носок работает, вперед на толчок, так и руки. Можно даже углублять. Дальше. Здесь немножко другое положение кулака. Вот я просто покажу, как оно на самом деле происходит, чтобы уже там не замедлять, не ускорять, как оно прокачивается. Поехали. Расставляется. Можно так, как угодно. То есть все будет зависеть от характера воздействия. Вот так одно, вот так другое, вот так третье. Тоже все очень просто. Тоже к этому отжиманию есть определенные, как это сказать, то, что не рекомендовано. Есть вещи, которые рекомендованы, вот к этому есть, да, такие как противопоказания. Лучше его как бы постепенно пробовать, потому что сразу ничего не бывает. Раз, два, раз, два. Следующий вид отжимания, как говорят, на 3 фалангах. То есть в боксе самая основная связка сжатия – это когда большой палец захватывает 2 вот этих. То есть у тебя получается вот такая вот связка. То есть вот эти вот пальцы, они ничем не держатся. То есть они просто упираются. А вот эти пальцы, они делаются в захват. То есть мощь кулака – это как раз когда вот происходит вот такой вот захват. Поэтому, то есть укрепление вот этих 3 пальцев, очень важно укрепить их. Поэтому разрабатывались системы по хватам. Вот таким образом можно отжиматься. Ничего сложного, вообще ничего сложного. Можно уже из захвата вот таким образом пальцы прокачивать. Вот это немножко посложнее. Как бы тоже ничего такого опасного. Тоже одно из таких топовых отжиманий на одной руке. Можно руку, да, так, можно руку за голову. Да, вот тут сразу гипс, да. Не заваливайся. Легче делай его, хорошо. Молодец. Знаешь, сколько раз ты должен на одной руке отжиматься? 20 это начало. Видишь, одна рука у тебя сильней. Хорошо, достаточно. Очень хорошо. Ко всем вот к этим упражнениям должен быть очень-очень такой нежный подход. То есть грубо нельзя подходить. Если что-то где-то заболело, закололо, как говорил мой тренер, иди в больницу. Перед отжиманиями очень хорошо надо разогреться. Очень хорошая должна быть разминочка. То есть всего плечевого сустава, то есть локтевого, кистевого. В общем, очень-очень надо хорошо прожарить. Иначе, неизбежно, вроде как бы безобидное упражнение, неизбежно будет травма. Поэтому здесь надо подходить действительно с умом. Вот. Дальше идут отжимания, которые уже по специальным программам. Это разноплановые модели отжиманий, когда вы поднимаете ноги, и положение подъема ног, то есть тоже регулируется. То есть делается от стула, ноги на стуле, от лавки, выше, 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 и так до самой стены. Пробуй. Офигенно, да? Чувствуется баланс сразу. Вроде простая вещь, а как сложно выглядит, да? На самом деле все просто. Здесь идет стабилизирующая часть. Это очень хорошее отжимание, оно реально для сильных боксеров. То есть просто так ты от него не отожмешься. Тоже кажется, да, что тут простого. А здесь на самом деле
очень серьезная стабилизирующая часть идет. Видишь, как загуляла, да? Хорош, 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 нет смысла. Говорю, вот здесь что-то не так пойдет, лучше останавливаться. То есть здесь риск, как бы надо подумать, стоит ли вот так рисковать. Что еще раз говорю, это все на опыте, не просто так. Тоже очень интересный вид отжиманий, тоже является силовым видом. Очень хорошо прокачивает плечо, здесь и локоть тоже прокачивается. Вот, достаточно. То есть из интересных отжиманий. То есть вот это вот очень интересное отжимание тоже как бы делается на опыте. Здесь надо, чтобы шарик никуда не убегал. Тоже очень простая система. Надо запрыгнуть на шарик, спрыгнуть, запрыгнуть, спрыгнуть, запрыгнуть, спрыгнуть, запрыгнуть. Мы будем продолжать показывать специальные отжимания. Вот, поэтому наблюдайте, следите за нами. Всем удачи, любви, до новых встреч.